реинкарнационный. Вот очень хочется конкретно услышать по вот. Is it true? Reincarnation came out of regression therapy. Yes. Наоборот, Конечно, да, реинкарнационная The other way родилась из around. Да, наоборот. Because hypnotists for many, many years have been taking people back to when they were children and babies. Очень в течение долгого времени гипнотизеры перемещали людей в то состояние, когда они были детьми, младенцами. That is regression therapy. Это, собственно, и есть регрессионное. But when you go further and go into past lives, Но если that вы is двинетесь еще дальше reincarnation therapy. и попадете в прошлые жизни, то это и есть реинкарнационная терапия. That's the difference. You go further. То есть разница в том, что вы уходите дальше назад. А в плане работы психотерапевта чем отличается работа? And what is the difference between your work and the work of psychotherapist? Oh, big difference. Big Очень большая difference. разница. The psychotherapists only focus on this lifetime. Психотерапевты, как правило, фокусируются только на времени настоящей жизни. They try to trace the problems back to things that happened in childhood in this life. Они пытаются отследить проблемы в момент возникновения, которые, как правило, как они считают, имели место в детстве. And we go further. А мы двигаемся еще дальше. We find the answers in other lifetimes before this one. Мы ищем ответы на вопросы в жизнях, которые были раньше, до этой жизни, в прошлых жизнях. The psychotherapists don't believe in it. They don't know it exists. Психотерапевты не верят в существование прошлых жизней. They don't know you can do it. И не верят в то, что есть такая возможность побывать в своих прошлых жизнях. Sometimes the answer is in this lifetime, but the majority of the time it comes from other lifetimes. Иногда ответы действительно находятся во времени настоящей жизни, но чаще всего они лежат именно в прошлых жизнях. Меня все-таки интересует, какие специальные методы применяет реинкарнационный психотерапевт, чтобы погрузить пациента именно в состояние вот тета-волн, да, вот этих вот. What are the special methods the regression therapist usually uses, reincarnation therapist usually uses while working to put his patient, his object in the condition, under condition of theta waves? Well, it is hypnosis, Это гипноз, but it is done in a different way. но он осуществляется по-другому. Да. You take the person into the other lifetimes. То есть вы уводите человека во время другой его жизни. But the method, I had developed a different type of hypnosis. Я разработала отличный от других метод гипноза. It's a different technique that's not used by anyone. Другая техника совершенно, которая никем больше не используется. So I'm able to get more information. Yes. Чтобы техника направлена на то, чтобы получить как можно больше информации. They've been teaching hypnosis for thousands of years. You could go back into this lifetime. На протяжении очень долгого времени учат гипнозу, но весь этот гипноз направлен на то, чтобы поместить человека именно в путешествие по настоящей жизни. But many of them are afraid to go beyond that. Многие гипнотизеры боятся перешагнуть рамки настоящей жизни. But I found it's very easy to just keep going backwards and to go into other lifetimes. Я обнаружила, что очень легко двигаться назад в прошлое и легко перешагивать вот эти жизненные рамки. But everyone has had hundreds and hundreds of lives. У каждого человека за спиной там сотни, тысячи жизней прошлых. Everyone. У каждого, Everyone. у каждого. I've not found anyone who has not had a past life. Я не сталкивалась еще ни с одним человеком, у которого бы не было прошлой жизни. Да? And I've worked with thousands and thousands of people. Я работала в течение своей практики с тысячами людей. So when you do past life regression, Поэтому, когда вы проводите
регрессионную терапию, you're going to get something. You're going to get a past life. терапию прошлой жизни, то вы обязательно узнаете что-то. But it makes more sense to get a past life that's going to relate to the problems in this lifetime. Единственное, больше смысла в работе с прошлыми жизнями в том моменте заключено, чтобы соотнести ту прошлую жизнь, которую вы переместите в свой объект, с его настоящей жизнью. Otherwise, you're just going to get something for curiosity. Иначе вы просто удовлетворите свое любопытство. The other person says, "Oh, it's interesting. Ну, то есть Ancient человек Greece, скажет, ancient Rome, ancient Egypt." да, очень интересно, потому что люди попадают и в Древний Египет, и в Древний Рим, и в Древнюю Грецию. But what does that have to do with my life Но now? каким образом эта информация из прошлого соотнесена с его настоящей жизнью? So in my technique, I take you to the most appropriate past Поэтому, life. используя свою технику, я помещаю объект в наиболее подходящую, в наиболее соотнесенную прошлую жизнь. То есть, To может быть, не совсем relate прошлое. to your problem now. В ту прошлую жизнь корни проблем, в которой находятся корни нынешних проблем. А как об этом узнать, что именно вот та, а не How это? can you tell for sure that this life is most appropriate one? Because it answers Потому the что- questions. Потому что в ней, как правило, находятся ответы на вопросы. То And есть, it also heals the person. Это, во-первых. Во-вторых, это перемещение позволяет исцелить человека. After the session, everything is, they know all the answers after the session. После такого сеанса человек знает все ответы на все свои вопросы. So you know it's correct. И вот эта взаимосвязь прошлых жизней и нынешних, она происходит по принципу кармы, да, вот? Interrelation between present life and past lifetimes, is it on the basis of karma? Какие Karma причины is следствия? very important. Карма, да, очень важна. То есть именно вот было какое-то с человеком происшествие, там он кого-то убил, значит, вот в этой, там он кому-то сделал плохо, значит, в этой жизни эта душа этого человека будет ему что-то возвращать. То есть вот такой принцип. So, Ты мне, я тебе. Вот. karma principle is the points, karmic points are the most important points that relate past lives to present lives, or anything, or is there anything else? Well, you come back to repay karma. Ну, возвращаемся, конечно, воплощаемся для того, чтобы воздать карму, да? Okay, after you die, I've written a book on what happens after you die. После того, как вы умираете, у меня, кстати, книга написана по Okay. поводу того, что происходит с человеком после его смерти. After you die, you see the life you have just led. You've just led. После того, как человек только что умер, он видит всю жизнь, которая у него только что закончилась. You look at all the mistakes you made И человек сразу замечает все ошибки, которые он успел наделать. in your relationship with the people in If the you- other lifetime. И все отношения, которые его связывали с людьми в других жизнях. So you meet with these people on the spirit side, Человек встречается с этими людьми на духовной стороне бытия. and you say, "We didn't do a very good job, did we? И умерший человек говорит, что у нас в этот раз не очень хорошо не очень получилось. сложно. We made a lot of mistakes." Много ошибок опять наделали. You create karma when you make mistakes. Когда люди совершают вот такие ошибки в отношениях, да, это и есть карма, это и есть создание кармы. So let's go back and do it again. Поэтому человек тут же предлагает, давай еще раз вернемся и еще Come раз back. попробуем. Он с какой-то группой душ. Is Вот, it, концепция. does it happen with some group of souls? It can also be groups, Да, but это you может make быть an agreement on the other группами. side. Let's go back and do it again. Но на другой стороне обязательно заключается такое соглашение по поводу возвращения и отработки. This time you be the husband, I'll be the wife. И они договариваются, например, что в этот раз ты будешь мужем, я буду женой. You be the mother, I'll be the Или child. ты будешь мамой, я буду ребенком. You can switch roles around any way you want. Ролями можно меняться как И что угодно. каждый раз на протяжении сотен реинкарнаций это одни и те же души.
So, We all play many parts. мы все играем разные роли. So after times, in the course of hundreds of years, it's one and the same souls. Happens. Eventually, yes. Как правило, да. But you come back to pay the karma from the other lifetimes. That's what you come back to fix, I guess you would say. To fix the karma. Ну, то есть repay. люди, как правило, рождаются, воплощаются в своих жизнях для того, чтобы возместить ущерб, который они нанесли. То есть вот But when you буквально выплатить, отплатить ту карму, которую они создали. И наделать новую, Yeah. And make the next. Yeah, to make you come in with your plan То есть каждый человек рождается со своим планом, and your contracts. со своими контрактами. You make contracts with these people. То есть каждый человек со своими окружающими заключает определенные соглашения, определенные контракты. This is what we hope to accomplish. И каждый из нас очень надеется, что нам удастся это выполнить, условия этого контракта удастся выполнить. And when you come in, you forget everything. Но когда человек рождается уже в жизни, он обо всем А забывает. вот почему забывает? Why does he forget everything? I asked that in my work. Да, меня об этом I тоже said, часто I said, спрашивают. wouldn't it be easier if we knew the Меня answers? спрашивают, конечно, было бы Да. легче, если бы мы все ответы сразу Да, знали. да, да. Этого простить, там, этого. If we knew our relationships? Если бы мы знали все свои отношения со всеми окружающими. They said, no, it wouldn't be a test if you knew the answers. Но мне, как правило, приходит ответ, что если бы мы знали заранее все ответы, то это уже не было бы тестом, не было бы экзаменом. Не было бы развития, да? It wouldn't be a development, right? Earth is a school. Земля это как школа. И к чему все это должно прийти в So итоге? what's the outcome? What's the result should be of all this? To become perfect, which is difficult. Стать совершенным. Майкл Ньютон, да, если вы позволите, It's all about learning Всё lessons, направлено на learning то, more and learning чтобы lessons. постичь определенные уроки, да, и научиться как можно большему. But see, people come in carrying this karma from the other lives. Люди воплощаются, неся с собой карму из прошлых жизней. This is one of the things that makes people sick. Эта карма одна из причин болезней, которые возникают у людей. I call it the junk, the baggage and the garbage we carry Это around. тот, ну, можно сказать, мусор, багаж, который мы тащим за собой. Карма, да? Yeah, if you don't repay it, Потому You что have to- если you have to come back and do it again with the same people in the next life. Если в этой жизни не удастся вернуть долг существующий, то придется возвращаться в следующий. Можно ли сделать в таком случае предположение, что тот, кто богатый и здоровый, обладает более чистой кармой, чем бедный и больной? So can we probably suggest and make a suggestion that people who are healthy and wealthy, they have less karma and нет. А почему? Why? А почему? Казалось бы, простой такой вывод. Seems Я that понимаю, что Everyone very is straight learning a lesson. Каждый изучает свой урок. Having a lot of money may be a Обладание. blessing or it may be a curse. Обладание большим количеством денег может, с одной стороны, быть благословением, а может быть проклятием. Да. Мгм. Depends on what happened in the last lifetime Зависит, опять же, от того, что происходило в прошлой жизни у человека. and what you are learning in this lifetime. И от того, чему вы пришли учиться в этой жизни. But there is good karma. Но есть хорошая карма, Да. положительная. Как ее? Maybe the good karma is to be healthy and wealthy. Может быть, хорошая карма заключается в том, чтобы быть действительно здоровым и счастливым и It богатым. could be either way. Но это Это не может и так, стопроцентное It's not доказательство. 100% possibility to be wealthy and healthy in this lifetime and to have good karma from the past lives. Вот, You have to you can find the answers in the other lifetimes. Все равно ответы нужно на это искать в прошлой жизни. в прошлой жизни, да. Because in my work, I see people of all walks of life. Потому что в своей работе я сталкивалась с людьми, которые были абсолютно разные жизни. They come from all over the world, and every occupation
Люди приезжают со всего мира и занимаются, профессии у всех настолько разные. You must pay it back. Карма действительно очень важна, ее нужно возвращать, ее нужно возмещать, что ли. Some people get stuck on earth on Некоторые the люди wheel of karma. застревают на Земле в так называемом кармическом цикле. Буквально You колесе can't кармы. progress until you get rid of the karma. Но нельзя двигаться дальше в своем развитии, пока не возместишь всю нанесенную, причиненную карму. This means you have to forgive those who have hurt you. Как правило, это заключается в том, чтобы простить всех тех, кто тебя когда-либо обидел. Release it, let it go. Then you can progress. Освободиться от этого, отпустить все эти обиды, и тогда уже можно двигаться дальше в развитии. And what about all the inborn traumas? The inborn what? When a person, болезни, вот is- эти вот, знаете, такие вот как рак, СПИД, вот Had они... heavy diseases like AIDS and спасибо, AIDS and cancer. This is what my work is all about. Да, собственно, вот это основная цель моей работы. Так, In my hypnosis method, we have instant healing. Вот используя мой метод гипноза, можно достичь мгновенного исцеления In one session, за один сеанс. от рака? instant Cancer. healing of any disease, any От любой illness. болезни, сложной и не очень. И, That's what I teach in my И, classes. собственно, этому я учу вот на своих семинарах. то есть человек болен раком, он осознает свою причину этого, да, делает как-то вот, да, прощает, отпускает. То есть вот именно так это происходит. So a person who is suffering of cancer, he realizes the reasons of his disease Okay. and lets it go, Okay. or how it all happens. The ideal state of the body should be perfect health at all times. Идеальное состояние тела, то, как оно задумано, это идеальное состояние здоровья во все времена, в любом возрасте. You should never be sick. Человек никогда не должен болеть, быть в состоянии болезни. You make yourself sick. Каждый человек сам заставляет себя заболеть. If your mind is powerful enough to make yourself sick, Поэтому, если у разума, у ума хватает силы, у сознания хватает силы заставить человека заболеть, it's also powerful enough to heal you. то у него достаточно же силы, чтобы его и вылечить. So we find out, why did you give yourself this disease? Поэтому смысл заключается в том, чтобы обнаружить, зачем человек заставил свое тело заболеть, почему он это сделал. When you find the answer, it goes away. И как только вы понимаете, обнаруживаете причину вот этой болезни, да, зачем вы ее себе создали, болезнь сразу А уходит. можно вот конкретный пример? Вот, ну, чтобы, Do you например, have- человек Or вот, I can give an example of Yes, cancer. yes. For instance, cancer Например, is рак. usually suppressed anger. Обычно рак – это подавленный гнев. They hold the anger in and they can't talk about it. Люди, которые болеют раком, они подавляют в себе гнев, и гнев это такой силы, что они даже не могут о нем говорить, не могут его выговорить. ух ты. А если он излечается, And значит, что? if it goes away, if it You if it's find out healed, why, what's the cause, what's making them то angry. есть нужно выяснить причину, Вот что это злость. вызвало вот этот гнев в человеке. А СПИД? And what about AIDS? The same thing. Да, то же самое. Why did the person Зачем give человек themselves that? Конкретная Устроил себе причина, эту да, болезнь. причина. And what can you say? Can you tell some как? specific reasons Example. from some specific examples? If Well, you I've done remember. thousands and thousands of Нет, cases. я имею в виду, ну вот рак от злобы, да, рак от She злости, means, а СПИД от cancer. чего? For Cancer. AIDS? Yeah. What's the reason for AIDS? Okay, I had one young man who had AIDS, У меня был молодой человек на приеме, который болел СПИДом. and in many of his other past lives, И в своих многих прошлых жизнях he had always run away from things. он всегда убегал от чего-то. Всегда Instead бежал. of facing things, Вместо he had того, run чтобы away. ну, встретить там вопрос какой-то или проблему лицом к лицу, он старался этого избегать.
either problems or war, whatever he was faced with, he would run away. He wouldn't face Проблемы, it. войны, все, что вот встречалось в его жизни, он вместо того, чтобы как-то через это проходить, он пытался убежать, избежать So этого. this life, he developed AIDS, something he could not run away from. Поэтому в этой жизни у него развился СПИД, от которого убежать нельзя. He had to face it. То есть ему пришлось с этим как-то вот существовать и встретиться в любом случае. These are always answers the person wouldn't know Всегда, consciously. всегда есть ответы, которые человек может принять и воспринять сознательно. А вот такой вопрос, может быть, Долорес удалось за свою многолетнюю обширную практику выявить вот конкретно законы. Вот есть ли какие-то законы, которые она может рассказать нашим читателям, ну вообще вот, ну уже как вот себя вот вести уже в этой жизни, что нам делать, чтобы уже у нас все было хорошо. She says, probably while working for so long time, for such long time, for so many years, using your methods and your techniques, probably you can tell the readers some laws of life, how to Rules, behave ну, yourself, какие-то probably правила. some rules. Я тоже помогаю. The For laws of life. happiness, да, вот что To be пришло, happy and to be healthy. happy and healthy. The answer is love. Ответ только один: любовь, любить. It's always been love. Это всегда только любовь. А вот и как я поняла How еще, you treat other people. Как то, как человек относится к окружающим его людям. так и они, собственно, ему будет все. So it will come back to him the way he treats the others. Good karma. Это хорошая карма, если будете любить. А что с то- точки зрения реинкарнационного психотерапевта хороший поступок? And from the point of view of reincarnation therapist, what's a good deed? A good one. Deed? Like a situation and you have to do something. And yeah, a deed. What's a good deed? What do you have to do? Good, well, to... Or Ну, not может just to быть, do это it well. отличается, может быть, Да, это, да. я к чему хочу спросить, может быть, с точки зрения человека, который умеет смотреть на несколько жизней назад, что-то хорошее, вот как мы Ага. считаем хорошее, это немножко, вот это А, понятие отличается. хорошего немножко отличается от нашего обыденного, людского, ограниченного сознания. Сложный вопрос, как лучше всего перевести, So да? she wants to know actually, common people, ordinary people, they consider some things, some deeds to be good. But Там, деньги много, хорошо, вот, да, вот for как example, считается? they consider possession of large amounts of money to Ну be a да, good thing. да. Not But- always Ordinary good. people. But from Есть the point of разница. view of regression reincarnation therapist, what you can say to be a good deed, to be a good thing, and To help other people. помощь другим людям. That's what we're here for, to help Мы each все other. здесь для того, чтобы помогать другим, помогать друг другу. А как это уже как любовь подсказывает? And как сердце? the way you help the others should tell you your inner love, right? Просто очень Don't хочется expect получить- anything back. Just help other people. Не нужно там не мстить, не возвращать ничего такого, нужно просто помогать другим. Well, what's the old adage? Always treat others the way you would like to be treated. That's Yeah. always the. То есть нужно относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы отнеслись к тебе, да, и не делать того, чего бы ты не хотел по отношению к себе. Because otherwise you are creating karma. Иначе вот тут и начинается создание кармы. The idea is to pay back all the old karma Смысл в том, чтобы воздать всю уже сотворенную карму, and don't create any more. но не создавать новый. Ага, негативный. Да, имеется да, да, в виду. Now, the негативный. way you treat people, И, you may be creating и more. то, как вы относитесь к окружающим людям, вы можете вот этим способом поведения создать новую отрицательную карму, да? А когда мы перестаем создавать эту карму, Ага. мы перестаем воплощаться на Земле, я правильно понимаю? And when we stop making new karma, we stop incarnating on earth. Or... Yeah, eventually, whenever Ну, в you конце концов, да. you've learned all your lessons, Когда вы выучите все свои уроки Да, из чтобы не земной скучно. жизни, Да. все, see, Earth is a school.
То есть земля это своего рода школа. It's a school where you can't skip a grade, Школа, где нельзя перескочить класс. but you can have to take the grade over again И если вы не выучили уроки в одном классе, то их нужно повторить в if следующем. you didn't learn the То есть lesson. вы возвращаетесь в тот же класс. Если вы не выучили урок, So the idea is to learn the lessons and graduate, get out of the school as quick as you can. и смысл в том, чтобы как можно быстрее и качественнее выучить все уроки и закончить школу. Понятно. Когда человек входит в межжизненное пространство после смерти, Ага. да, вот я слышала о том, что у него душа имеет цвет, который говорит о, собственно, той ступеньке. Ну, я в данном которой- случае по Ньютону ориентируюсь, так ли это, как считает Таурус у него. So she asks, she has heard a theory, an opinion that a soul after its death has its own color, according to It's the its own color, color. according to the step of the development, according to the stage of the The development. vibration and frequency, Это скорее, наверное, частота вибрации души. Ага. according to its development. Да, это скорее вот вибрационные частоты души согласно уровню развития этой И души. Долорес это может как бы выяснить на сеансе. And you can find it out while session, right? They return. See, there's many levels on the spirit side. Духовная сторона подразделяется на очень многие уровни. You go back to the same level you left, maybe higher, depends on your development. И либо человек, либо душа возвращается на тот же уровень, с которого пришла, либо возвращается на более высокий уровень. Зависит от того, насколько вот она продвинулась в своем развитии. You go back to the level you vibrate with, the frequency you vibrate with. Душа возвращается на тот уровень, попадает после смерти на тот уровень, вибрационная частота которого соответствует ее вибрационной частоте, То или есть как наоборот. прямые притягивают. Ну да. So they resonate, so to speak. Right? Yes, and hopefully you go higher each time. Да, и смысл в том, идея в том, что каждый раз душа возвращается на более высокий вибрационный уровень. Идея Because on the other side, the spirit side, there are also schools you go to. Потому что там, на духовной стороне, тоже есть определенные школы, которые посещают души. You can learn a lot there. И там тоже можно многому научиться. И есть, соответственно, ангелы или гиды, или как вот их So, называют. and there are guides and angels, or how you call them. Ну, You есть can идея- call it either one, a guide or an angel. Можно и гидом назвать, и ангелом. You are never, ever alone. Вас никогда не оставляют в одиночестве. People think they are, but you're never alone. Люди почему-то думают, что они одиноки, но на самом деле люди When никогда не When you одиноки. come to Earth, you have at least one guide or guardian angel assigned to you. Когда человек воплощается на Земле, у него как минимум один ангел-хранитель, который к нему приписан. Как минимум один. А They как are- максимум? And the maximum. Well, you at least have one, and they're with you your entire life, Ну, этот один, он постоянно на протяжении всей вашей жизни. and they're assigned to help you. И он приписан к вам, скажем так, чтобы помогать Ну, вам. он чтобы оттуда оказать. смотрит, да? He looks at you from the other side. Oh, they're right here with Нет, you. он They're here прям in the рядом room. здесь, рядом с They're вами. always with То you. есть Они он не всегда- воплощается. He doesn't incarnate, right? No, Нет, он просто находится their рядом с job вами. is to take care of you. Их задача заключается, ангелов-хранителей, в том, чтобы охранять вас и Ну и, заботиться о наверное, вас. создавать тоже всякие ситуации. Я не думаю, что они только заботятся. I don't think they just take care of us. Probably they create some situations for us. Well, they help. Но они помогают, они But- помогают. If your life is complicated, you may have more than one. Но если у вас сложная жизнь, тогда, возможно, у вас не один, а больше You can ангелов-хранителей. have many У вас может быть много. if your life is Если complicated. ваша жизнь сложная. А в какой момент рождения он присоединяется, вот этот гид? Или And еще до рождения? when this guardian is get assigned to you at the moment of your birth, or Right before you're born. да, аккурат перед тем, как вы рождаетесь. Прям вот во время родов, да, вот я даже слышала, да? In Или the даже чуть process раньше? of
birth? Before Before birth. it's right, before birth. Before. Before birth, Нет, he до comes родов. in До with рождения. you. Да, не, ну, как ребеночек рождается, а ангел приходит вот рядом с ним уже. And if your life takes a sudden change in a different direction, Если ваша жизнь вдруг меняет резко свое направление, some of the guides will change places некоторые хранители меняются местами, to bring in one who has more expertise in the road you're going to go on. соответственно, уступая место тому, кто наиболее опытный и знающий в том, по которому пути вы сейчас будете То есть двигаться. чьи профильные, Да, так да, скажем, профиль- специалисты профиль. могут быть. But Да, the да. main one is always there. Но всегда тот вот этот единственный, главный, он рядом с вами. So when you die, you're never alone. Поэтому, когда человек умирает, он опять же не остается в одиночестве. А я слышала, что гид может воплотиться, если очень трудная, ну как бы непростая жизнь, может воплотиться и жить, можно и встретить. And I heard that your guide can be incarnated, can incarnate if your life is too complicated to help you. No, no. Нет, Нет? нет, no, the guide never Нет. incarnates нет. while you're alive. He's there to watch you. Пока вы живы, он никогда не будет воплощаться, он будет вот рядом с вами находиться, вас сопровождать именно для помощи, да. Because if he were to incarnate, the memories would be lost. Потому что если он воплотится, его память, А, он And he would be a human. Да-да. его выключат, то есть он станет обычным человеческим So существом. there wouldn't be the point in doing that. Поэтому смысла в этом, наверное, нет.